Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Как вы знаете, за последние несколько лет мы достаточно много переезжали и пожили в разных странах мира, а теперь обосновались здесь, в Германии. И часто наши друзья и знакомые достаточно скептически реагируют, когда мы им говорим, что цены на продукты в Германии ниже, чем, например, в России или в Грузии. Чтобы в этом разобраться и, как говорится, расставить все точки над «и», мы попросили наших друзей из разных стран мира сходить в обычный супермаркет среднего сегмента и сфотографировать там цены на нашу продуктовую корзину. Таким образом, мне удалось сравнить цены в 5 разных странах. Это Россия, Германия, Грузия, Сербия и США. Кстати, как вы думаете, в какой стране цены на продукты оказались самыми высокими, а в какой самыми низкими? Пишите в комментариях, а пока я вам расскажу про исходные данные нашего эксперимента. Итак, в нашей продуктовой корзине я собрала те продукты, которые всегда есть в списке наших выходных закупок. Это молоко, сыры, мясо, хлеб, овощи, фрукты и другие товары. Сразу скажу, что я ориентировалась только на цены без скидок и пересчитывала граммовки, чтобы можно было ориентировочно понять, сколько, например, стоит килограмм огурцов в Лос-Анджелесе, а сколько в Москве. Также я не брала самые дешевые и самые дорогие товары, ориентируясь на среднюю цену, ну и по возможности на те продукты, которые лично я считаю качественными и которые я выбираю. Кстати, по некоторым позициям мне удалось сравнить цены на продукты одной и той же марки, что в результате оказалось очень интересно. Все цены я пересчитывала в евро по курсу валют на 25 февраля 2025 года. Я понимаю, что бывают разные магазины, что существуют овощные и мясные лавки, качество продукции в которых может быть выше, а цена значительно ниже. Однако такая практика используется не во всех странах, и чтобы наиболее реалистично оценить разницу в стоимости продуктов, я поставила всех максимально равные условия, то есть условия супермаркета. Но прежде чем мы начнем, я хочу уточнить, что в США используется другая система измерений. И если в большинстве стран продукты в магазинах продаются в килограммах, граммах, литрах и миллилитрах, то в США все немножко иначе. Вес чаще всего измеряется в фунтах. 1 фунт – это примерно 0,45 килограмма. Поэтому, если вы видите на упаковке цену за фунт, ее нужно умножить почти на 2, чтобы получить стоимость за килограмм. Объем жидкости измеряют в унциях, в пинтах, в квартах и в галлонах. Например, 1 галлон равняется 3,78 литра, 1 кварта – 0,95 литра, 1 пинта – 0,47 литра. Так что при сравнении цен США я учитывала не только курс валют, но и переводила американские меры в привычные нам граммы, килограммы, литры и миллилитры. Для начала я вам предлагаю посмотреть цены на продукты, которые, наверное, являются самыми популярными во всем мире. Это молоко, яйца, хлеб, фрукты и овощи. Исходя из статистики, самым популярным продуктом из нашей корзины оказалось молоко. Мы сравнили цены на литровую пачку молока жирностью 3,2%. Самое дешевое молоко вы найдете в Белграде. Стоимость за пачку 99 центов. На втором месте Германия, Мюнстер. Чуть больше 1 евро за пачку. На третьем месте, как ни странно, Лос-Анджелес, где литр молока стоит 1 евро 12 центов. Дальше идет Москва, евро 51. Ну и самое дорогое молоко в Тбилиси, чуть больше 2 евро. В прошлом году все очень активно обсуждали рост цен на яйца в России. Так вот, я вам скажу, что в России самые дешевые яйца. Итак, десяток яиц в Москве стоит евро 54. На втором месте Белград, евро 71. Третье место – Тбилиси, Грузия, евро 84 за 10 яиц. Дальше идет Мюнстер, Германия, чуть меньше 2 евро за десяток. Ну а самые дорогие яйца продаются в Америке, практически 8 евро за 10 штук. Это связано с недавней эпидемией птичьего гриппа в Америке. Но вроде бы эпидемия закончилась, а цены так и не опустились. Дальше по списку у нас идет белый хлеб. И самый дешевый белый хлеб вы найдете в Тбилиси. Стоимость 29 центов за батон. На втором месте Белград 37 центов. На третьем месте Москва 49 центов. А дальше возникает немножко сложная ситуация, потому что в Германии и в США достаточно трудно найти всем знакомый нам батон нарезного. В Германии в основном при супермаркетах есть свои пекарни, где продается свежеиспеченный хлеб. Вес такого хлеба около 1 килограмма, и, соответственно, стоимость достаточно высокая. Так вот, в Германии за килограммовый батон свежеиспеченного белого хлеба вы отдадите 2 евро. В Лос-Анджелесе 4 евро 75 центов. Ну а дальше идет всеми нами любимая картошка. И самая дешевая картошка оказалась в Тбилиси. Стоимость за килограмм 25 центов. На втором месте Москва 58. Дальше идет Белград.
где за килограмм картошки вы заплатите 69 центов. На четвертом месте Мюнстер 80 центов за килограмм. Ну а на пятом месте Лос-Анджелес 2 евро 10 центов. Вообще на Кавказе фрукты и овощи достаточно дешевые, поэтому неудивительно, что самые дешевые помидоры также оказались в Тбилиси. 3 евро 7 центов за килограмм помидоров черри. На втором месте, как ни странно, Мюнстер, Германия, 5 евро 18 центов. За Мюнстером идет Белград, 5 евро 49. На четвертом месте Москва, где килограмм помидоров черри будет стоить 6 евро 28 центов. Но и в Лос-Анджелесе вам придется заплатить 7 евро 69 центов. Здесь стоит уточнить, что помидоры черри продаются в магазинах в основном в упаковках 200 грамм, 400 грамм, поэтому здесь мне пришлось пересчитать цену на килограмм. А вот цены в Москве на огурцы меня действительно поразили, потому что в пятерочке за килограмм огурцов вам придется заплатить 5 евро 39 центов. Это дороже, чем в Тбилиси, в Белграде и в Мюнстере. Но США и в этом случае остается самой дорогой страной, где килограмм огурцов стоит 8 евро 37 центов. А вот с бананами получилось интересно, потому что самые дешевые бананы оказались в Германии. Килограмм стоит евро 29. А самые дорогие бананы продаются в Москве – 1 евро 92 цента за килограмм. Яблоки же самые дешевые в Белграде, чуть больше 1 евро. На втором месте Тбилиси – евро 22 цента. Дальше идет Москва – евро 76. В Мюнстере за килограмм красных яблок вы заплатите 2 евро 29 центов. А в Америке 4 евро 21 цент. При сравнении цен на лимоны я столкнулась с некоторыми сложностями, потому что в каких-то магазинах они продаются по килограммам, а в каких-то в пачках по 2-3 штуки. Поэтому мы посчитали, что в одном килограмме примерно 7-8 лимонов. И, исходя из этого, рассчитали стоимость за одну штуку. Итак, самые дешевые лимоны продаются в Белграде – 13 центов за лимон. На втором месте Тбилиси – 19 центов за лимон. Дальше Мюнстер – 25 центов, в Москве чуть подороже – 48 центов. Ну а самый дорогой лимон вы купите в Лос-Анджелесе – 75 центов за штуку. Дальше мы переходим к мясу, а точнее куриной грудки. И здесь я вам хочу рассказать про одну особенность маркировки продуктов в Германии. В Германии существует специальная маркировка, которая показывает, в каких условиях содержалось животное. Она называется Haltungsform или форма содержания. Это шкала от единицы до 4. Единица означает минимальные стандарты. В данном случае животные содержатся в самых простых условиях. Двойка говорит об улучшенных условиях содержания. Немного больше места, чуть лучше вентиляции, чуть лучше питания. 3 по шкале означает содержание животных с свободным выгулом, то есть животные имеют доступ к свежему воздуху. Ну а 4 по Haltungsform говорит о самых высоких стандартах содержания животных, натуральных кормах, а также свободном выгуле. Такие продукты называются биопродуктами. Эта система будет полезна для тех, кто хочет осознанно подходить к выбору продуктов, а также для тех, кто поддерживает более гуманные условия содержания животных. Итак, что же у нас с курицей? Конечно же, самое дешевое мясо продается в России. За килограмм филе куриной грудки вы заплатите всего лишь 3 евро 74 цента. На втором месте Белград, где стоимость куриной грудки составляет 6 евро 26 центов. Чуть-чуть дороже мясо стоит в Тбилиси – 6 евро 93 цента. Из-за более высоких стандартов качества мясо в Евросоюзе и в Америке стоит дороже, чем, например, в России, в Грузии или в Сербии. Поэтому за килограмм куриной грудки в Мюнстере вы заплатите 10 евро 81 цент, а в Америке целых 14 евро 79 центов. Как гарнир к курице я выбрала макароны, а именно спагетти Барилла. И во всех 5 странах спагетти продаются в упаковках от 450 до 500 грамм, поэтому я не стала пересчитывать здесь граммовки, и вот такие вот цены у меня получились. Самые дешевые спагетти Барилла мы нашли в Москве – 1 евро 15 центов за пачку. Дальше Тбилиси – евро 60, Америка – 1 евро 90 центов за пачку. Стоимость пачки спагетти Барилла в Белграде и в Мюнстере не сильно отличаются и составляют чуть больше 2 евро за упаковку. Самый дешевый сахар также мы нашли в Москве – 70 центов за 1 килограмм. На втором месте Тбилиси – 84 цента. Дальше идет Германия со стоимостью 89 центов за килограмм. В Белграде килограмм сахара вам обойдется практически 1 евро, а в Лос-Анджелесе 2 евро 89 центов. Дальше я сравнила цены на различные виды масел, это подсолнечное, оливковое и сливочное. Здесь стоит уточнить, что в США в приготовлении редко используют подсолнечное масло и в магазинах в основном продается рапсовое, подсолнечное мы так и не нашли. Поэтому в статистике по США указана цена за 1 литр рапсового масла. Итак, самое дешевое подсолнечное масло продается в Белграде – евро 33. В Москве и в Мюнстере за литр подсолнечного масла вы заплатите практически одинаковую стоимость, примерно евро 70. В Тбилиси литр подсолнечного масла стоит 2 евро 21 цент.
А в Лос-Анджелесе литр рапсового масла обойдется в 3 евро 70 центов. Ассортимент оливкового масла в магазинах очень большой и цены сильно разнятся. Например, в Москве можно купить азербайджанское оливковое масло, которое будет стоить на порядок дешевле, а можно купить европейское. Также в Грузии продается местное оливковое масло из грузинских оливок и импортное. Здесь я брала только импортное масло объемом 500 мл. И самое дешевое оливковое масло оказалось в Германии – 6 евро за пол-литра. Кстати, пусть вас не смущает, что в Германии на бутылке не написано Extra Virgin. Здесь используется своя маркировка Natives Olive Oil Extra. Это тот же самый первый холодный отжим, просто по-немецки. На втором месте Москва – 10 евро 45 центов. На третьем месте Лос-Анджелес, практически 12 евро за пол-литра. Дальше идет Тбилиси – 14 евро 53 цента. И самое дорогое оливковое масло продается в Белграде – 15 евро 42 цента. Если в прошлом году активно обсуждали рост цен на яйца в России, то в этом году обсуждают цены на сливочное масло. И не зря, потому что самое дорогое сливочное масло продается в России – 4 евро за 200-граммовый кусок. В Тбилиси за сливочное масло вы заплатите 3 евро 53 цента. Дальше идет Америка – 3 евро 35 центов. В Белграде кусок сливочного масла стоит 2 евро 40 центов. Ну а самое дешевое масло мы нашли опять же в Мюнстере – евро 92. Еще одним обязательным составляющим нашей продуктовой корзины являются сыры. Мы всегда покупаем сыр пармезан или грана падано, чтобы потереть на пасту, а также какой-то обычный сыр типа гауда, чтобы положить его на бутерброды. К сожалению, не во всех магазинах мы нашли сыр пармезан, поэтому альтернативой в этих случаях стал сыр грана падано. И самый дешевый пармезан продается в Германии, в Мюнстере – 4 евро 60 центов за кусок 200 грамм. В Белграде стоимость 200-граммового куска сыра грана падано составляет 5 евро 31 цент. В Москве за 200 грамм пармезана вы заплатите 6 евро 14 центов. Но здесь стоит упомянуть, что это будет не настоящий итальянский пармезан, а пармезан, произведенный в России или в Беларуси. Кусок пармезана в Лос-Анджелесе вам обойдется 7 евро 61 цент, а в Тбилиси ровно 9 евро. Самый дешевый сыр гауда продается в Мюнстере и в Белграде. Здесь за 200 грамм сыра вы отдадите 2 евро. В Тбилиси кусок такого сыра будет стоить 2 евро 56 центов. В Москве 2 евро 73 цента. А в Америке аж 5 евро 50 центов. Но какой бутерброд без ветчины? Конечно же, в магазине огромный выбор разной колбасы и в том числе разной ветчины. Поэтому здесь я ориентировалась строго на среднюю цену. В Москве 200 грамм ветчины вы сможете купить за евро 89 центов. В Белграде за 2,5 евро, в Мюнстере чуть-чуть дороже, 2,65. В Тбилиси 200 грамм ветчины стоит 3 евро 10 центов. Хотя, когда я была последний раз в Тбилиси, я находила ветчину и дешевле. А в Лос-Анджелесе 200 грамм ветчины будет стоить 5 евро 92 цента. А теперь давайте посмотрим на цены на обычный черный чай с бергамотом в пакетиках. Казалось бы, это не самый дорогой продукт, но разница в цене между странами действительно впечатляет. Итак, самый дешевый чай оказался в Германии, в Мюнстере, всего 99 центов за пачку 40 пакетиков. В Москве чай стоит чуть дороже, 1 евро 10 центов за пачку 20 или 25 пакетиков, что тоже довольно бюджетно. Россия – это одна из стран, где чай особенно популярен, поэтому рынок насыщен как местными, так и импортными вариантами. В Сербии и в Грузии цена уже чуть выше. 1 евро 46 центов в Белграде и 1 евро 54 цента в Тбилиси. В США за такую же упаковку чая вы заплатите, внимание, 4 евро 56 центов. Это почти в 5 раз дороже, чем в Сербии, Германии, России или Грузии. Ну а самый популярный горячий напиток в Евросоюзе и в Америке – это, конечно же, кофе, цена на который в последний год очень сильно выросла. В Тбилиси за упаковку в 1 килограмм зернового кофе вы отдадите 33 евро 75 центов. В Америке чуть-чуть дешевле – 31 евро 71 цент. На третьем месте по дороговизне Москва – 26 евро 39 центов за килограмм кофе. В Мюнстере он будет стоить 17 евро 99 центов, ну а в Белграде – 13 евро 72 цента. Милка – это, наверное, единственный товар, который меня удивил больше всего, и почему-то я была всегда уверена, что в Германии должна быть самая дешевая Милка. Но нет, плитка шоколадки Милка в Германии стоит 2 евро. Дороже только в Америке – 2 евро 37 центов. В Москве же такая плитка шоколадки обойдется 1 евро 51 цент, в Тбилиси – евро 66, а в Белграде – евро 71. Ну и какая Германия без пива? Здесь банка пива Крамбахер вам обойдется в 95 центов. В Белграде же пол-литровая банка пива по выбору нашего друга стоит 75 центов.
В Москве банка местного пива «Козел» стоит евро 10. В Тбилиси популярное пиво «Казбеги» стоит 1 евро 52 цента. Но и самое дорогое пиво вы найдете в Америке – евро 92 за пол-литра. Ну и какое же пиво без чипсов? Я хотела сравнить стоимость одной большой пачки чипсов Lay's в разных странах. Однако граммовки везде очень сильно отличаются, но данные я вам все-таки покажу. Большая пачка чипсов Lay's в Тбилиси вам обойдется 1 евро 18 центов, а в Мюнстере – евро 99. В Белграде пачка чипсов стоит 2 евро 23 цента, в Москве – 2 евро 53 цента, а в Лос-Анджелесе 5 евро 89 центов. Возможно, эти данные не очень показательны, потому что я почти уверена, что в Америке пачка чипсов примерно вот такого размера. Ну и для тех, кто не пьет, мы сравнили стоимость на литр апельсинового сока. И самый дорогой апельсиновый сок продается опять же в Америке – 2 евро 61 цент за литр. В этом плане Германия ушла недалеко от Америки, и литр сока здесь обойдется 2 евро 39 центов. В Тбилиси 2 евро 1 цент. В Москве и в Белграде цена практически одинаковая и составляет около 1 евро 70 центов. Итак, давайте подведем итоги. Я посчитала стоимость нашей продуктовой корзины в каждой стране. И такие данные у меня получились. Самый дешевый набор продуктов оказался в Белграде. Всего 73 евро 79 центов. Сербия очень приятно удивила своими ценами. На втором месте Германия, Мюнстер, где продуктовая корзина обошлась в 78 евро 90 центов. Это неожиданно, ведь многие считают Германию дорогой страной, но цены на базовые продукты здесь вполне себе доступны. Кстати, не зря мы попросили наших друзей в Белграде сходить именно в продуктовый магазин Lidl. Таким образом, мы смогли сравнить цены на продукты в рамках одной и той же торговой сети. У нас в Лиделе такая фишка, что каждую неделю это неделя какой-то страны. И здесь продукты из разных стран. На этой неделе это греческая неделя, поэтому здесь очень много тематических греческих всяких вкусностей. Москва заняла третье место со стоимостью продуктовой корзины 86 евро 62 цента. И несмотря на санкции и колебания курса валют, продукты в России все равно остаются дешевле, чем во многих других странах мира. Дальше. Тбилиси оказался немного дороже Москвы. Итоговый чек вышел 97 евро 87 центов. Продукты в Грузии дорогие, в основном из-за высокой зависимости страны от импорта, небольшого местного рынка, а также сложной логистики и колебаний курса валют. Местное производство, конечно, потихоньку развивается, но пока что оно не может конкурировать с продуктами из западных стран. А вот абсолютным рекордсменом по дороговизне стал Лос-Анджелес. Там за тот же набор продуктов придется заплатить 145 евро 1 цент. Это почти в 2 раза больше, чем в Сербии. Но здесь стоит оговориться, что Калифорния является одним из самых дорогих штатов США, и цены здесь действительно выше, чем, например, в Техасе или в Юте. Но это еще не все. Если вы когда-нибудь делали покупки в США, то наверняка помните, что стоимость продукта на ценнике стоит одна, а на кассе вы должны заплатить немножко больше. Все дело в налоге с продажи, который называется Sale Tax. Этот налог не включен в цену и добавляется уже при оплате. Так вот, в Калифорнии этот налог составляет примерно 10%. И таким образом стоимость нашей продуктовой корзины в США возрастает еще практически на 15 евро. С учетом налогов 10% наша продуктовая корзина в Лос-Анджелесе обошлась в 150 евро 51 цент. Как вы видите, цены на одни и те же продукты в разных странах могут очень сильно отличаться. Это зависит от многих факторов: от уровня доходов, от налогов, от наличия местного производства того или иного продукта, от трудностей логистики и даже от пищевых привычек потребителей. Пишите в комментариях, какие цены удивили вас больше всего, а также делитесь стоимостью продуктовой корзины в вашей стране. Спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Ну а я желаю вам прекрасного настроения и до встречи!